This is something that I wanna keep. We will never meet again. We have come to where the story ends. Всем привет, это Лайки Ньюс, и с вами Кристина. Сегодня мы будем делать развороты на весеннюю тему. Вы очень давно ждали этого видео, и наконец-то я его сделала. Получились развороты очень милые, красивые, весенние, цветочные, так что я думаю, вам понравится. Итак, давайте скорее приступать. Здесь мы снова ищем 3 лайки, которые могут скрываться где угодно. Напишите хороший коммент и проставьте точное время появления лайк. Я выберу одного победителя и закреплю в комментариях в самом верху, чтобы все его посмотрели. Рисовать я буду в новом скетчбуке. Я думала, что здесь будут акварельные листы, но здесь обычные средней плотности. Половина кремового, а другая часть белого оттенка. Начнем с самого простого весеннего арта. Здесь нам даже не понадобятся карандаши. Мы набираем на кисть краску и создаем тело птички. Пока краска свежая, добавляем водянистый черный, формируем крылышко и хвост. Оставляем сохнуть. Формируем веточку. Намечаем цветы и листья. Когда уже все высохнет, можно делать обводку и дополнять рисунок мелкими деталями. Добавьте милую весеннюю фразу, и все, крутой рисунок за пару минут готов. На этом рисунке я изображу портрет девушки весны. Это будет милая девушка с немного растрепанной прической. Чтобы портрет получился более кавайным, делайте глаза далеко посаженными и более округлыми. Но не перестарайтесь, а то получится инопланетянин. На голове будет красоваться венок из весенних цветов. Раскрашиваем. Добавляем румянец и цвет глаз. Эх, вот косяк. Но ничего. В видео про лайфхаки для начинающих художников я показывала, как справиться с этой проблемой. Если не смотрели, обязательно кликайте на подсказку сверху. Глаза я решила сделать более глубокие, зеленые. Весна все-таки. Волосы я сделала серовато-фиолетовые. Люблю рисовать странные цвета волос. Еще раз говорю вам, друзья, что я не профессионал, я учусь рисовать вместе с вами. Мои видео по рисованию направлены на то, чтобы вдохновить вас на создание своих рисунков. Я уверена, среди моих зрителей множество талантливых людей, и я знаю, что вы рисуете ничуть не хуже, многие даже и лучше. Так что давайте уважать друг друга в комментариях. Проставляю блики. Рисую реснички и выделяю брови. Делаю обводку. Вот такая красота получилась. Как вам? Не забываем искать лайки. Этот весенний арт рисуется очень просто, а выглядит впечатляюще. Рисуем немного приплюснутый круг, добавляем носик и ручку. Получается очень симпатичный чайничек. Он у нас будет выполнять роль вазочки. Сейчас же модно ставить цветы в стильные чайники. Намечаем кистью размазанные круги. Другой, более контрастной краской ставим в серединку. Все внимание будет приковано к букету, так что цвет чайника будет нейтральным. Я выбрала беж. Серой краской с добавлением черного рисуем тень.
Я взяла тонкую кисть из маникюрного набора, но, конечно, можно использовать абсолютно любую. Макаю в акриловую краску и создаю неровные полукруги. Краска в некоторых местах получается полупрозрачной, создается в итоге некий объем. Добавляем листочки. Здесь я не буду делать обводку, так как хочу сделать рисунок более реалистичным, так что просто пройдусь тонкой кистью с серой краской по контурам чайника. Пару штрихов в виде цветных капелек. Вот и все. Стильный весенний букет готов. Кстати, напишите в комментариях, какие у вас любимые весенние цветы. Вот я, например, люблю пионы и нарциссы. На этом рисунке будет олененок в цветущем лесу. Начинаю с носика и плавно перехожу в создание самого тела. Добавляю детали и прорисовываю голову и рожки. Добавляем цвет. Листочки я буду рисовать маркерами, так получается удобнее. То же самое и с ягодками. Цветочки будут и на голове нашего красавца. Добавляю пятнышки и прорисовываю контуры черным маркером. Пусть малыш получается больше мультяшным, как будто бы из диснеевского мульта, но я думаю, что это неплохо. Готово! Для этого разворота нам понадобятся вырезки. Кстати, у вас тоже есть некая папка с разными прикольными вырезками из журналов, каталогов и газет? Напишите в комментариях. Еще я ходила в кино и набрала разных листовок к фильмам. И вот этот про зайчика Питера мне прям понравился. Идеально подходит под мою весеннюю тему. Кстати, кто уже смотрел, напишите в комментариях, стоит ли идти. Часть листа разлиновываем коричневыми неровными линиями, имитируя крафтовую бумагу. На небольшом кусочке бумаги мы рисуем стикер, вазу с цветами. На маленьком кусочке бумаги я напишу слово hope, надежда, как раз к весенней теме. На втором листе я хочу приклеить красивый весенний листочек, присланный моей подписчицей, но так как он довольно-таки узкий, придется закрасить края краской. Приклеиваем разные листочки. Я беру из своей коллекции то, что хоть как-то связано с весной и по цветовой гамме. Еще по цвету я подбираю скотчи. Здесь стандартные и тоненькие. Приклеиваю заек, пишу текст и добавляю весенние пасхальные наклейки, которые у меня уже давно лежали. А вот еще один
неотъемлемый праздник весны – Пасха. В прошлом году я делала отдельное видео по рисункам на эту тему. Кто не видел, обязательно посмотрите. Подсказка будет вверху экрана и под видео. Здесь на крупном плане у меня будет праздничный кулич с цукатами. Чтобы сделать плавные теневые переходы, я использую акварель. Глазурь рисую глянцевой акриловой краской, чтобы было более реалистично. Подписываю работу в стиле леттеринг. Мои уроки по этому стилю я оставлю под видео, возможно, кому-то пригодится. Тоненьким маркером делаю обводку и прорисовываю мелкие детали: изюм, вмятинки, бугорки, крошки и так далее. Добавляю блики корректором. Бликов будет много. Мне кажется, так кулич выглядит наиболее вкусно. И если это видео вам понравилось, обязательно ставьте мне пальчик вверх, поддерживайте мой канал и будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого, пока!